Всем привет! Одна из самых главных задач моего канала — это обзоры различных операционных систем и оболочек. У меня уже есть обзор на macOS, Android 9, MIUI, One UI, Android Go, и в конце лета будет полноценное видео об Android 10Q. И ссылки на все уже существующие обзоры, кстати, будут в описании под этим видео. Но на самом деле существует еще большое количество прошивок, которые я не успел обозреть, в основном, конечно же, от китайцев. И сегодня мы посмотрим на ColorOS, а конкретно на ее 6-ю версию. ColorOS — это крайне интересная оболочка на Android, которая по дизайну очень сильно вдохновляется iOS, но в то же время имеет реально много уникальных функций, как для прошивки на Android. ColorOS — это разработка самого крупного холдинга по производству смартфонов в Китае, который называется BBK, и в него входят такие суббренды, как Oppo, Vivo, OnePlus и Realme. Но оболочка ColorOS поставляется не на все суббренды, а только на два. Это Oppo и Realme. И вот на примере последнего мы посмотрим, что такое ColorOS. А за предоставленный смартфон Realme 3 Pro отдельное спасибо Булу с одноименного канала. Многие могут его знать по рубрике новостей на Stupid Mad World. Ссылка на его канал будет в описании. Бул, большое спасибо. А теперь переходим к обзору ColorOS. Что касается главного экрана, то в ColorOS поступили мудро и сделали два варианта компоновки. Стандартным режимом является тот, где все установленные приложения располагаются на рабочих столах, как на iOS. А второй режим называется почему-то в коробке. И это классический режим Android с меню приложений. В общем, как вам нравится, так и пользуйтесь. Также можно изменять размер сетки. Только здесь всего этого варианта, в этом плане не очень много свободы. А также из обычных настроек можно регулировать скорость анимации открытия приложений. Почему-то на чистом Android это до сих пор спрятано в настройках разработчика. Я упомянул в начале, что ColorOS очень хочет быть похожей на iOS и показал, что можно убрать классическое меню приложения на главном экране и оставить только рабочие столы. И посмотрите на дизайн настроек. Тут не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понять, на что ориентировались дизайнеры. На главном экране, если вы сделаете свайп сверху вниз, то вместо многим привычного появления шторки уведомлений появится поиск приложений, опять же, как на iOS. А вот так выглядит шторка уведомлений. Если на всех других оболочках стараются придерживаться круглых иконок, как на чистом Android, то тут это все квадратное, как на iOS, и с узнаваемым дизайном и цветами. Выглядит симпотно, ничего не могу сказать плохого. И работу с уведомлениями, кстати, также позаимствовали. Справа налево появляются настройки уведомления и убирается она только свайпом слева направо. И если сделать свайп на левый экран от главного рабочего стола, то здесь не будет предложений статей от Google, а появится умный помощник. Так он называется в ColorOS. Из постоянного здесь погода, календарь и быстрый доступ к некоторым приложениям. С погодой у меня какой-то баг, она не хочет отображаться на виджете, только внутри по касанию. Календарь, кстати, синхронизируется с Google, что удобно, а в приложение я вынес все то, что может пригодиться для жизни. Снизу пока что доступно только 4 виджета, это мероприятия, счетчик шагов, последние фотографии и избранные контакты. Их можно менять местами в зависимости от приоритетов. Сам экран очень полезный, но, к сожалению, виджетов не хватает. Нужно как-то адаптировать виджеты от сторонних приложений на этот экран, и тогда пользы от него будет намного больше. Что касается управления в ColorOS. Здесь можно убирать, хотите управлять системой классическими наэкранными кнопками или жестами. Причем существует выбор как на экранных кнопок, всего 4 вариации, плюс при неиспользовании они могут скрываться. Также и из жестов можно выбрать 4 варианта. Каждый найдет что-то под себя, разве что хотелось бы еще вариант шагом назад на левом или правых краях экрана, но такого варианта нет. Также в ColorOS есть удобная кнопка, ей можно управлять как жестами, так и через контекстное меню. И если контекстное меню нельзя настраивать, то вот жесты можно. Доступен вызов шторки, уведомлений, блокировка экрана, режим управления одной рукой и скриншот. И естественно прозрачность кнопки можно регулировать, чтобы не контрастировала с остальным интерфейсом. И еще в ColorOS помимо умной кнопки есть Smart панель. Она располагается на правой части экрана и вызывается свайпом. Всего есть 3 раздела. В первом располагаются файлы и камера. Во втором разделе можно сделать скриншот, включить запись экрана или активировать режим «Не беспокоить». А в третьем можно вынести любое установленное приложение для быстрого доступа к нему из любого экрана. И помимо всего вышеперечисленного есть жесты в режиме ожидания. Если экран выключен, то рисуйте букву V и запускается фонарик. Так можно управлять музыкой или добавить свои жесты из готовых вариантов. Например, делайте свайп вниз, и это будет обозначать, что нужно запустить приложение. Если привыкнуть, то по идее это будет быстрее, чем разблокировать смартфон, а потом уже нажать на иконку сообщений. Ну и так же как на MIUI можно сделать скриншот свайпом 3 пальцами вниз и отсюда сразу его отредактировать или сделать длинный скриншот страницы. Считается, что на Android в принципе достаточно гибкая настройка уведомлений, но в ColorOS пошли еще дальше и сделали нереальную кастомизацию.
Если на чистом Android можно управлять только тем, какая категория уведомлений тебе может приходить у отдельно взятого приложения, то в ColorOS можно еще и в каждой категории изменять то, будет ли она показываться в строке состояния, отображать информацию по этой категории полную или скрытую, а также можно назначить 100% звук и вибрацию, и можно ли этот тип уведомлений присылать в режиме «не беспокоить». С появлением Android 9 Pie, я знаю, многих взбесило то, что поменяли стандартные изменения регулировки громкости. Раньше по стандарту изменялась громкость звонка и уведомлений, а стала громкость мультимедиа. В ColorOS это можно регулировать. Нравится, как было по-старому, ставьте громкость звонка. А если чаще нужно регулировать громкость мультимедиа, то оставляйте этот вариант. В ColorOS есть очень интересная функция, которая называется 0 Roaming. Это что-то наподобие встроенной сим-карты, но нечто другое. В общем, даже если в телефоне нет сим-карты или она есть, неважно. Можно закупать интернет-трафик и пользоваться интернетом в путешествиях, но только интернет. Звонить нельзя. Что по стоимости? Например, в России это $13 за гигабайт, в Китае 20, а во Франции $21. Список стран достаточно большой, очень много азиатских и европейских стран, на Западе только США и Канада, а также только 3 африканских страны и Австралия с Новой Зеландией. На самом деле очень прикольная функция, если у вас нет сим-карты для путешествий по типу Dream SIM, а переплачивать за роуминг родным операторам вы не хотите. Если у вас есть приложения, которые потребляют очень много трафика, то на них можно поставить ограничения, чтобы они использовали только Wi-Fi и не имели доступа к мобильному интернету. Например, если у вас мало гигабайт на тарифе, то отключайте YouTube от мобильного интернета и можно не переживать, что начали смотреть какое-нибудь часовое интервью, но при этом не включили Wi-Fi. Думаю, что такое у многих случалось, по крайней мере у меня точно. В ColorOS очень интересно подошли к такой банальной функции, как раздача интернета. Обычно на других смартфонах можно делиться только мобильным интернетом и все, а в ColorOS можно также делиться и Wi-Fi соединением. Это может быть очень полезно, например, в тех же путешествиях с компанией. Если Wi-Fi платный и к нему очень сложно подключиться из-за всяких верификаций, то телефон с ColorOS подключается к Wi-Fi и уже потом раздает интернет всем остальным. Функция прикольная, главное, что не бесполезная при определенных сценариях. В ColorOS очень интересно подошли к безопасности пользователя и добавили пару прикольных фишек, которые я до этого нигде не видел. Например, если какое-то приложение хочет разрешения на историю ваших вызовов, чтения сообщений или хочет получить доступ к вашим контактам и без этого оно отказывается выполнять какие-то свои функции, то в ColorOS можно сделать имитацию этого разрешения. И приложение получит доступ не к реальным контактам и истории вызовов, а к пустому листу. Тем самым ваши данные не утекут третьим лицам и можно не переживать о их безопасности. Также в ColorOS встроена специальная клавиатура, которая активируется, если вы вводите логин и пароль. Эта клавиатура, по заверению ColorOS, не записывает вводимые данные, а клавиатуры этим любят грешить, особенно от неизвестных разработчиков. А также, если вы вводите пароль со встроенной клавиатурой от ColorOS, то нельзя будет делать скриншот логина и пароля, плюс запись экрана будет заблокирована. Единственное, эту клавиатуру нужно активировать в настройках клавиатуры, а то я сначала не понял, почему она у меня не работает. И еще в ColorOS один из самых адекватных детских режимов. Во-первых, задается длительность сеанса, во-вторых, указывается, какие приложения будут доступны в детском режиме. А еще можно указать, нужно ли отключить сотовую связь, и в дополнение ко всему вышеперечисленному предотвращаются платные смс-сообщения плюс внутриигровые покупки и запрещается изменять системные настройки. В общем, сделано все, чтобы ребенок мог только играть в игры, а не наделал всяких шалостей и не потратил пару тысяч рублей. Уверен, что многие зрители сталкивались с этим или слышали такие истории от знакомых. Для любителей приватности в ColorOS добавили возможность блокировки как отдельных приложений, так и целый отдельный раздел скрытых файлов, который называли личный сейф. Для тех, кто не в курсе, как работает блокировка приложений. Выбирайте нужные объекты защиты, например, приложение фотографий. И теперь, чтобы в него зайти, система потребует пароль или сканер отпечатка пальца. И это, кстати, можно регулировать и оставить только пароль, если не доверяете сканеру лица или отпечатку пальца. А файловый сейф работает очень просто. Для начала его нужно включить в настройках. И если лень каждый раз заходить сюда через настройки, то можно создать отдельный ярлык на рабочем столе. И теперь, например, когда вы сняли очень секретную фотографию и не хотите, чтобы ее кто-то случайно увидел, то добавляйте ее в сейф, и она будет храниться только на устройстве в этом разделе. И это работает не только с фотографиями, но и с любыми типами файлов. И если вы любитель поиграть в мобильные игры, то телефон на базе ColorOS можно смело брать, так как здесь присутствует специальный игровой режим, который оптимизирует все ресурсы смартфона для того, чтобы игра шла плавно и без провисаний. И в настройках сразу показывается, какие игры уже оптимизированы. Например, тот же PUBG на Real Metro летает на 60 FPS и телефон вообще практически не греется. Ну и в дополнение ко всем основным и интересным функциям, которые я перечислил, здесь также есть отображение скорости передачи данных,
Можно настраивать цветовую температуру дисплея, есть встроенный эквалайзер для наушников, специальные режимы при управлении автомобилем, а также есть хорошие настройки при разблокировке по лицу, где можно регулировать, чтобы телефон разблокировался сразу после распознавания или после свайпа. И еще есть невозможность разблокировать телефон при закрытых глазах. А также в ColorOS есть еще куча мелких функций, которые не вошли в это видео, чтобы не растягивать его слишком сильно. В общем, постарался рассказать обо всем самом интересном. Лично мне ColorOS очень понравилось. По сути, это единственная оболочка, у которой как-то более-менее получилось скрестить черты iOS и Android. Поэтому, если у вас или у вашего знакомого iPhone и хочется перейти на Android, то Realme или Oppo ColorOS отлично подойдут для такого опыта. Как я уже говорил во вступлении, в описании будут ссылки на другие обзоры операционных систем и оболочек. Спасибо, что досмотрели этот обзор до конца. Увидимся в следующих видео. Всем большой удачи. Всем пока.